Привет, меня зовут Лена. Я готовлю ПП-десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить вкуснейшие профитроли без глютена и молочных продуктов. У них хрустящая корочка и мягкий карамельный крем внутри. Рецепт не требует особых навыков, все тонкости приготовления я подробно покажу в этом видео. Нам понадобится 60 грамм цельнозерновой рисовой муки. Может получиться и с другими видами муки, но по моему опыту из безглютеновых лучше всего подходит рисовая. Добавляем 2 грамма ксантановой камеди. Этот натуральный ингредиент поселился на кухне у многих моих подписчиков, благодаря своим чудесным свойствам в ПП-рецептах. В данном рецепте камедь помогает заменить глютен. Если у вас ее нет, то можете выбрать другой рецепт теста. Например, из моих видео с рецептами эклеров. Ссылки оставлю в описании к этому видео. Тщательно перемешиваем муку с камедью. В сотейнике соединяем 150 грамм воды и 30 грамм любого жидкого масла. Желательно выбрать масло, устойчивое к нагреванию. У меня это масло ги. 1/4 чайной ложки соли. Всыпаем сухие ингредиенты и тщательно размешиваем тесто. Отправляем его завариваться на средний огонь при постоянном помешивании. Выберите самую прочную лопатку, так как тесто становится плотным и тягучим. Наша задача максимально уварить тесто, избавить его от лишней жидкости и сделать его текстуру клейкой под воздействием температуры. Но при этом тесто не должно стать сухим комком, в который потом будет сложно вмешать яйцо. Примерно вот такая консистенция должна получиться. Перекладываем тесто в чашу. Добавляем 1 яйцо, тесто уже должно быть не слишком горячим. И перемешиваем его лопаткой или специальной насадкой для миксера, которая предназначена для перемешивания, а не взбивания. Венчик здесь не подойдет. Добавляем в тесто яйца одно за другим, каждый раз тщательно вымешиваем и отслеживаем консистенцию. Количество яиц может отличаться, так как густота уваренного теста у вас может быть другая, и яйца тоже у всех разные. Я добавила 2 яйца общим весом 120 грамм и вижу, что тесто еще слишком густое. Оно не стекает с лопатки, а держится на ней единым комом. В моем случае можно спокойно добавлять еще 1 крупное яйцо. Если вы не уверены, лучше добавлять 3-е яйцо не полностью, а по 1/3, чтобы чересчур не разжижить тесто. Также перемешиваем до однородности. Проверяем консистенцию лопаткой. Тесто должно понемногу стекать с лопатки, но при этом не растекаться и держать форму. До такой консистенции у меня ушло 3 крупных яйца, это 180 грамм. Вам может потребоваться больше или меньше. Для отсаживания профитроли можно воспользоваться насадкой, но это не обязательно. Вставляем насадку в кондитерский мешок, мешок в глубокий стакан, отправляем в него полужидкое тесто, отсаживаем тесто на противень, застеленный антипригарным ковриком. Профитроли могут быть любого размера и даже формы. Если вам не важна одинаковая форма, можно просто выложить тесто ложкой. Между профитролями оставляем немного места, примерно по 2 см. Это тесто рассчитано на 1 противень. Отправляем профитроли в разогретую до 180 градусов Цельсия духовку на 50 минут. Вот такие пухлые профитроли получаются. Очень хорошо поднимаются и внутри у них большая полость. Значит, в них поместится много начинки. С помощью острой круглой насадки или обыкновенного ножа проделываем отверстие в дне каждого профитроля. И подготовим безлактозный карамельный крем. Нам понадобится 40 грамм сухого кокосового молока. Можно взять и обычное коровье сухое молоко, если у вас нет запрета на лактозу. Обжариваем его при постоянном помешивании до карамельного цвета. Можно обойтись и без обжарки, будет тоже очень вкусный крем, но без карамельного оттенка. Также нам понадобится сыр тофу. Желательно выбрать вот такой достаточно твердый сыр. Добавляем к нему 70 грамм кокосового или любого другого молока. Вместо молока можно добавить любой натуральный сироп или мед. Тоже будет очень вкусно. Если вы употребляете лактозу, то вместо этих 2 ингредиентов можно использовать рикотту.
Добавляем к ним обжаренное сухое кокосовое молоко и подсластитель. Тщательно измельчаем все эти ингредиенты с помощью блендера. Нужно получить максимально гладкую консистенцию, на которую у вас хватит терпения. Это недолгий процесс. Получается однородный мягкий крем. Перекладываем его в кондитерский мешок и начиняем профитроли большим количеством крема. Отверстие в кондитерском мешке очень маленькое, так удобнее наполнять профитроли. Конечно, для начинки подойдет почти любой крем. Здесь нам не важна густота и стабильность. Можно пофантазировать и сделать совершенно несладкий крем, например, из творожного сыра с чесноком и зеленью. Это очень вкусно. Угловой профитроль у меня немного кривоватый, такое бывает, когда духовка слишком активно печет с какого-то края. Излишки крема снимаем лопаткой. И я покажу вам, какие эклеры получаются из такого теста с таким же режимом выпечки. Может быть, не идеально ровные, но они не рвутся и прекрасно наполняются большим количеством начинки. Вот такие аппетитные профитроли получились. Можно присыпать их кокосовой мукой. Выглядит это очень аппетитно. Давайте разрежем один. Корочка хрустящая, а внутри мягкий и очень вкусный крем. Сладкий, карамельный, с легким кокосовым оттенком. Не знаю, как вы, а я очень люблю, когда в десерте много начинки или крема, и в этих профитролях именно так. Восхитительное лакомство. Спасибо за лайк, готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!